Добрый день, дорогие подписчики моего канала. Приветствую вас. Сегодня предлагаю изготовить вместе со мной совершенно шикарный шампунь для волос с нуля. В нем мы будем использовать отличное растение. Это гибискус, или его еще называют каркаде. Многие любители натуральных средств по уходу за волосами любят гибискус за то, что он может помочь остановить выпадение волос, делает волосы здоровее, более блестящими, предотвращает преждевременное поседение, волосы делает густыми, объемными, лишает ломкости волос и предотвращает сечение кончиков. Гибискус я промыла проточной водой через дуршлаг и теперь замочила его сразу дистиллированной водой, потому что этот настой или мацерат я буду использовать уже в приготовлении самого шампуня. Замочила его на 3 часа. Вот первый раз я вам показываю цвет. Это час простоял у меня гибискус. И вот эта вот жидкость получила такой уже насыщенный винный цвет и достаточно кислый на вкус. Жидкость эта. Я ее буду замораживать для того, чтобы уже использовать в шампуне. И буду гибискус этот использовать, делая инфуз масляный на оливковом масле. Я в масло буду закладывать замоченные цветочки гибискуса. Я их собираю ложечкой с дырочками и перекладываю в масло. Ничего страшного, если часть жидкости попадает в масло, потому что мы будем ставить масло на огонь и выпаривать всю жидкость до тех пор, пока она полностью не уйдет из нашего масла. При этом наши цветочки сделаются намного меньше в объеме, потемнеют. И когда масло перестанет потрескивать, вот такой характерный звук, когда вода попадает в масло разогретое, если этого звука уже не будет, мы можем процедить наше масло и в дальнейшем его использовать. Если вы хотите масло оставить чуть на попозже, вы можете в ложечку набрать немножко чистого масла уже процеженного и протереть низ ложки и подержать его над огнем и послушать внимательно, чтобы не было этого потрескивания. Жидкость я процеживаю через дуршлаг и жидкость эту буду замораживать. Также в нашем рецепте будет использоваться алоэ гель замороженный, изготовленный собственноручно мной. На канале есть видео, как его сделать. Вы можете посмотреть его, оно было опубликовано немного ранее. Итак, этот водный мацерат, настой нашего гибискуса мы разливаем по силиконовым формочкам и замораживаем. Вот так мое маслице вместе с сырьем выглядит. Через какое-то время оно будет готово. Не удивляйтесь, масло особо сильно не окрашивается, оно слегка меняет цвет, но характерного красноватого цвета у масла не будет. И внимательно смотрите, чтобы ваше сырье не пригорело. Помешивайте его периодически и смотрите, не сожгите. Итак, сегодня в рецепте мы будем использовать кокосовое масло, оливковое, масло ши или карите, масло макадамии, касторку, авокадо, масло виноградных косточек и масло какао. Вначале я буду растапливать твердые масла. Сейчас я отмеряю масло какао. Это шикарное масло, обладает богатым шоколадным ароматом, смягчающими свойствами. Оно лечит кожу, в том числе и кожу головы. Какао-масло нужно добавлять в мыло до 15%. В больших количествах оно может давать крохкость мылу, ломкость, поэтому его очень много добавлять не стоит. А в шампуневых мылах имеет смысл класть его еще поменьше, потому что оно может жирнить волосы. И при большом проценте еще и давать налет на волосах. Теперь я отмеряю кокосовое масло. У нас его в рецепте достаточно большое количество, потому что это у нас единственное масло в рецепте, которое обладает очищающими свойствами. Также кокосовое масло будет нам давать твердость мылу и хорошую пенность.
Йодное число у него низкое, и оно нам будет балансировать рецепт для того, чтобы не прогоркало наше мыло достаточно долго. Следующий баттер, который я отмеряю, это масло ши или карите. Это отличное масло тоже и для волос, и для кожи. Добавлять его также можно в небольших количествах, потому что оно тоже может жирнить. Но при этом это замечательный ультрафиолетовый фильтр. И масло хорошо ухаживает за волосами. Емкость с твердыми маслами я поставила в микроволновую печь для растапливания. Очень сильно не разогревайте масла. Следите за ними, иногда помешивайте, чтобы они не перегревались очень сильно. Следующее масло у меня было масло авокадо. Авокадо дает нам смягчение очень сильное волос, но его можно добавлять. Это тяжелое достаточно масло, оно дает хорошее увлажнение, питает сухие волосы, но добавлять его много не стоит, потому что у него достаточно высокое йодное число. Следующий наш ингредиент – это масло виноградной косточки. Оно имеет самое большое йодное число из всего нашего рецепта, 138. Это очень большое йодное число, поэтому его совсем немного мы добавляем, всего 5% в рецепте. В принципе, масло виноградной косточки добавляется в мыло максимально до 15%. Это хорошее легкое масло, замечательно ухаживающее за кожей. Я, в принципе, очень люблю. Следующее масло у нас было касторовое. Касторовое масло дает нам и смягчение, и стабилизирует пену, и дает хорошую кремовую такую пенку. Замечательное увлажнение. Касторки можно добавлять до 20% в шампуневое мыло. Сейчас я добавляю масло макадамии. Подходит очень хорошо для сухих, ослабленных волос. Препятствует появлению седины, так же как и гибискус. У нас его в рецепте 13%. Вообще это очень полезное масло для сухой и увядающей кожи. Также оно помогает при солнечных ожогах. Сейчас выливаю наше приготовленное масло оливковое. Это инфуз, который готовился вместе с цветочками гибискуса. Я надеюсь, вы понимаете, что прежде чем начинать делать этот шампунь, вам нужно будет запастись настоем гибискуса замороженным, алоэ гель заморожен и инфуз на оливковом масле цветочков гибискуса. Итак, теперь я достала масла твердые, которые у нас растапливались в микроволновой печи. Немножечко их размешиваю, потому что масло уже разогрелось и нужно, чтобы остальные масла таяли. Если у вас недостаточно еще прогретое масло, и вы понимаете, что кусочки до конца не растают сами по себе, то нужно будет еще немножко подержать масло в микроволновке. Что я, в общем-то, и сделаю, потому что мои кусочки самостоятельно пока не растаяли. Теперь мне нужно будет достать из морозилки гель алоэ вера, гибискус, и мы кладем на весы и все это измеряем. У нас есть определенное количество жидкости, которое должно быть в нашем рецепте. Это количество мы должны поделить условно на 3 части. Первая часть – это гель алоэ вера, вторая часть – гибискус замороженный, и остальную часть мы добираем дистиллированной водой. Нам нужна чистая вода для того, чтобы мы могли ее хорошенечко разогреть и растворить в ней наш шелк, который тоже будет у нас в шампуне. Специально нам эту воду разогревать не нужно будет, так как она у нас будет нагреваться при растворении щелочи. Теперь мне нужно будет отмерить щелочь. И хочу вам сказать, что если вы новичок в мыловарении, пожалуйста, самостоятельно ознакомьтесь с правилами безопасности при взаимодействии со щелочью. А я озвучу основные моменты. Вы должны понимать, что гидроксид натрия или щелочь может вызывать химические ожоги кожи или повредить глаза. Поэтому для производства нашего мыла нужны будут очки, перчатки, одежда должна быть с длинным рукавом и нужен респиратор для того, чтобы мы не вдыхали пары щелочи.
Рядом с вами не должны находиться дети или домашние животные. Щелочь нужно растворять в термостойкой посуде, всыпая щелочь в воду. Ни в коем случае не лить воду в щелочь. И лучше это делать над умывальником, для того, чтобы, если у вас вдруг просыпется щелочь или, не дай бог, прольется ваш раствор, вы сможете смыть ее просто проточной водой в умывальнике. Теперь я отмеряю лимонную кислоту. Лимонная кислота замечательная штука в мыле с нуля или в шампунях тем более. Она дает нам кондиционирующий эффект и помогает справиться с жесткостью воды. Лимонная кислота при взаимодействии со щелочью дает нам цитрат натрия. На каждый грамм лимонной кислоты мы должны будем отдельно добавить щелочи 0,6 грамма. Отмерили лимонную кислоту, и теперь я эту лимонную кислоту буду растворять в нашей дистиллированной воде. Я ее всыпаю, хорошенечко размешиваю до полного ее растворения. И затем в этот раствор лимонной кислоты я буду понемножку всыпать щелочь, и при ее растворении у нас потихоньку наш раствор будет нагреваться. Нам нужно раствор довести приблизительно до 70-80 градусов, так как нам нужно будет растворить шелк, который мы будем использовать в шампуне. При более низкой температуре шелк не будет растворяться. У меня был в свое время куплен разреженный шелк, который я использовала для валяния, и сейчас я его использую в производстве шампуней. Вы можете купить коконы шелкопряда или купить просто ткань натуральную шелковую, только вы должны быть на 100% уверены, что там нет других нитей. Я закладываю мой шелк в щелочной раствор и смотрю на то, что происходит. Если у меня шелк еще не растворяется, значит температура еще недостаточно высокая. Я потихонечку добавляю щелочь, раствор еще больше нагревается, и в определенный момент вы увидите, что ваша жидкость становится потихоньку похожа на кисель. Цвет при растворении делается вот такой вот желтоватый. Это нормально. Добавляем щелочь и размешиваем до тех пор, пока полностью весь шелк не растворится в щелочном растворе. При взаимодействии шелка и щелочного раствора мы получаем протеины шелка. Это аминокислота, которая стимулирует активность волосяных луковиц, обеспечивая полезными веществами, заполняет все повреждения и неровности на коже и волосах. Она обладает отличными влагоудерживающими свойствами, улучшает обменные процессы и микроциркуляцию. И таким образом, если вы будете использовать шелк в мыле с нуля, она будет помогать разглаживать морщинки и делать кожу гладкой, упругой, шелковистой. А в шампунях шелковые пептиды будут восстанавливать структуру волос вне зависимости от их типа. Если у вас тонкие, ломкие или безжизненные волосы, поврежденные химической завивкой или окрашиванием, шелк будет защищать волосы и придавать им невероятный блеск, будет делать более насыщенным цвет и будет давать объем вашим волосам. Итак, после того, как наш шелк был полностью растворен, мы его вливаем в емкость с замороженными ингредиентами, с гибискусом и алоэ. И происходит вот такая вот магия. Наш алоэ окрашивается в зеленый цвет, но это так только в начале. Вот такие метаморфозы будут происходить на протяжении всего растворения щелочи до конца. Я потихонечку ее подсыпаю, опять размешиваю. Вы видите, сейчас уже алоэ с зеленого переходит в такой более желтоватый цвет. Потом он станет ближе к красному. И после растворения наш раствор будет такой слегка красноватый. Но, к сожалению, на наш шампунь это никак не повлияет. Этот цвет, он у нас в конечном итоге будет такой светло-коричневый. Цвет может дать гибискус в мыле тогда, когда вы в мыло добавите перемеленные листочки гибискуса, пудру гибискуса. Тогда цвет будет розоватый или красноватый, смотря сколько вы будете класть пудры гибискуса.
Итак, я сейчас немножечко еще размешиваю и отставляю нашу емкость продолжать таять. И в это время достаю наши твердые масла растопленные, вливаю их в жидкие. И теперь буду процеживать наш щелочной раствор в масла. Когда я делала эту партию геля алоэ вера, я не перетирала через сито блендированный гель. И у меня он такой густоватый, поэтому я его тщательно перетираю через сито, когда вливаю щелочной раствор в масло. Теперь я начинаю размешивать выключенным блендером. След наступает достаточно быстро, поэтому я не включаю блендер практически совсем. И хорошенько размешав и понимая, что у меня уже смешано достаточно, и это уже как эмульсия, я буду добавлять лактат натрия. При добавлении лактата натрия в мыло мы получаем увлажняющее мыло. Оно не будет сушить даже чувствительную аллергичную кожу. Будет увеличиваться твердость мыла, гладкость. Мыло с лактатом натрия легче извлекается из форм, облегчается его нарезка. Пена с лактатом натрия у мыла такая шелковистая. И лактат натрия делает мыло чуть более светлым. Учитывайте это, когда будете его добавлять. Можно его вводить максимально чайная ложка на 450 грамм масел. Если у вас лактата нет, а есть молочная кислота, вы можете ее добавить до 3%. И должны иметь в виду, что на каждый грамм молочной кислоты вы должны дополнительно рассчитать щелочь 0,36 грамма. Молочную кислоту мы вводим в раствор щелочи, а лактат натрия мы вводим уже на стадии следа. И для лактата натрия дополнительная щелочь не требуется. Это уже у нас готовый раствор. Я тщательно перемешиваю после введения лактата натрия и добавляю аромат. Это у меня смесь из имбиря и маной де Таити. Вы можете добавить любое эфирное масло, которое вам нравится, или вообще ничего не добавлять, если не любите посторонние запахи на волосах. Но эфирное масло, оно очень долго не будет держаться, поэтому выбор за вами. После того, как у меня все было тщательно, хорошенечко размешано, я буду выливать свою мыльную массу в форму, которая была предварительно застелена пергаментной бумагой. Форму нужно будет обязательно отстучать хорошенечко об стол или об пол, для того, чтобы все пузырьки воздуха вышли и мыло при нарезке было ровненьким, без дырочек. После этого я ложечкой делаю верхушку, так называемые вихры на мыле, для придания ему красивой формы. Закрываю коробку и ставлю ее в духовку разогретую. И при 70 градусах оно у меня будет стоять 3 часа. За это время процессы омыления масел полностью проходят. И вот так мое мыло выглядит уже на следующий день. После того, как мыло простояло 3 часа в духовке, я его оставляю в духовке еще на какое-то время, потом вынимаю, оно остывает. И мыло я нарезаю уже через 2 суток практически. Оно еще достаточно мягкое. Нужно это делать аккуратно. Батчерезом я разрезаю на 3 батча и затем буду нарезать его на кусочки. Этим шампунем безопасно пользоваться практически сразу, но имеет смысл его выдержать и подсушить еще где-то недельку-другую, для того, чтобы мыло стало более твердым. И чем дольше будет лежать ваше мыло, тем оно будет делаться суше, и тем на дольше его будет хватать. Оно будет меньше смыливаться. И те, кто еще не знаком с мылом и шампунями с нуля, я рекомендую иметь в доме
мыльницу с хорошим стоком, для того, чтобы вода уходила и ваше мыло не раскисало. Этот шампунь дает замечательное очищение до скрипа, густую кремовую мелкопузыристую пену. Волосы не требуют дополнительного ополаскивания или кондиционера. Они и так будут блестящие, рассыпчатые, ухоженные, послушные. Я очень рекомендую изготовить этот шампунь. А если вы не мыловар пока и не занимаетесь мыловарением, вы всегда можете заказать это мыло у меня, написав мне в личное сообщение или в комментарии под этим видео. Еще хочу сообщить вам напоследок, что я создала свой аккаунт на платформе Patreon, где теперь буду выкладывать видео с полным рецептом в граммах и процентах за несколько дней до того, как видео будет появляться на моем канале в YouTube. И рецепт этого шампуня вы уже сейчас можете найти на Patreon, ссылка на который будет находиться в описании под этим видео. Спасибо вам большое за просмотры, за поддержку, за ваши приятные слова, за комментарии, которые вы мне пишете. Очень рада, что мои продукты нравятся вам. Вы с удовольствием готовите по этим рецептам. Мне очень приятно. Вы всегда можете задать мне любой вопрос под этим видео. Я не обещаю, что в ту же минуту отвечу, но постараюсь как можно быстрее помочь вам в решении вашего вопроса. Вы можете предложить, какие бы вы хотели шампуни или мыло изготовить вместе со мной в следующий раз. Как раз этот рецепт был мною создан, когда моя клиентка попросила меня сделать шампунь с гибискусом. Получился отличный шампунь, я ним очень довольна. Клиентка тоже в восторге, чему я очень рада. Буду всегда рада видеть вас на моем канале. Ставьте лайки, если видео понравилось, пишите комментарии. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И я вас буду ждать в новых видео. Всего доброго, до свидания.